Привет, друзья! Осень, прохладные дни уже начались, как и сезон тыквы. Поэтому мы сегодня вместе с вами приготовим очень вкусный и яркий крем-суп из тыквы, который нас согреет и подарит нам отличное настроение. Первое, с чего нам нужно начать, это, конечно же, очистить наш оранжевый красавчик. Его нужно разрезать. Берите хороший нож и режем потихонечку. Нарезаем на небольшие ломтиков. Убираем сердцевину и лишних семечек с помощью ложки. И вычищаем каждую дольку от ее твердой части. Я не знаю, как это называется, шкарлупа, кожица. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, потому что я со свой русский язык не очень. Нашу тыкву, как и все другие овощи, мы будем запекать в духовке, потому что, как по мне, тогда суп становится намного вкуснее. Нарезаем тыкву на небольшие куски. Вот где-то вот такого примерно размера. И отправляем ее в противень, где будем ее выпекать. Добавляем оливковое масло. Если у вас его нету, можете добавить обычное растительное. Обильно это все так поливаем. Солим. И добавляем наши любимые приправы. В нашем случае я добавлю куркуму чуть-чуть. Орегано сушеный. И вот такие листочки тимьяна. И все это хорошо мы размешиваем, так, чтобы все приправы попались на каждый кусочек. К нашей тыкве добавляем луковицу, разделяем ее на две части. И тоже вот так будем ее выпекать. И одна морковь. Морковь нам даст сладость. Ну и цвет. Спрызнули тоже чуть-чуть масличком. И добавляем один чесночок. Вот так в серединке. И на него тоже чуть-чуть масличка. И это все запекаем, пока у нас тыква не станет мягкой. Пока наши овощи запекаются, мы приготовим овощной бульон. Мы можем, конечно, использовать обычно кипяченая вода для нашего супа, но с бульона получается намного вкуснее и ароматнее. Добавила? Делаем стандартный овощной бульон. Для него нам понадобится луковица, 1 штука, 2-3 грибочка. Разделяем на 4 части. Отправляем. Чпонг, чпонг. Морковь. Куда же без моркови? Соль. Берем черный перец. Так как у меня нету отдельно, мы с перцовкой возьмем. Где-то вот столько нам хватит. У меня смесь красного, розового перца, черного и белого. И добавляем лаврухи. 3-4 листочка. Заливаем водой и варим где-то 20-30 минут. Наши овощи готовы, как и бульон. Посмотрите, насколько мягкая наша тыква. Она разрезается просто без никаких усилий. Теперь нам нужно это все богатство переместить в кастрюльки, где мы будем это все с помощью блендера доводить до однородности. Суп готов. Я добавила чуть сливок, потому что с помощью ними текстура нашего супа получается более нежная и кремовая. Сейчас мы его попробуем, но я уверена, он очень вкусный. Просто замечательно. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!